74 тысячи лет назад на острове Суматра в воздух поднялось 2800 кубических километров раскаленной породы. И это был не Кракатау, который мы все знаем как глобальную катастрофу. Он выбросил всего лишь 10 кубических километров. Это была Тоба, которая превзошла его в 280 раз. И наука уже несколько десятилетий пытается ответить на один и тот же вопрос. Если извержение это было настолько огромным, почему мы вообще здесь? Откуда мы взялись и как вообще выжили? Ответ к концу этому видео окажется сложнее, чем кажется. Ну и интереснее, конечно. Если вы когда-нибудь окажетесь на острове Суматра, а точнее на озере Тоба, на его севере, то первое впечатление будет примерно такое. Красиво. Горы, вода, остров посередине, туристы фотографируются, пьют кофе. Ничего особенного. А потом понимаешь, где именно ты находишься. Это не просто озеро, это кальдера, гигантская впадина, которая осталась после того, как своды магматической камеры рухнули внутрь после извержения. Озеро просто заполнило то, что осталось от дыры. Ее размер 110 километров в длину и 30 в ширину. Остров Самосер в центре, который настолько велик, что на нем живут люди, ходят автобусы. Это блок породы, который потом выдавило вверх остаточной магматической активностью. Короче говоря, люди сидят на берегу и пьют кофе внутри следа одной из крупнейших природных катастроф за все время существования нашего вида. Это достаточно иронично. Суматра расположена на границе двух тектонических плит. Индо-австралийская плита уходит под евразийскую. Это называется субдукция. Погружающая плита тянет за собой в воду осадки, органику, и при нагреве на глубине все это превращается в магму, насыщенную газами. Именно этот механизм породил не только Тобу, но и Кракатау, Мерапи и еще десятки вулканов вдоль островных дуг региона. Геологи, в свою очередь, выяснили очень интересный факт, что система Тобы извергалась как минимум 3 раза. Это где-то 840 тысяч лет назад, 700 тысяч лет назад и 73 тысячи лет назад. Ученые это называют Young Toba Tuff – молодым туфом Тобы. Вулканологи оценивают силу извержений по индексу вулканической эксплозивности. Шкала логарифмическая, то есть каждый следующий уровень – это примерно в 10 раз больше по объему выброшенного материала. Кракатау 1883 года имела индекс 6. Тамбора 1815 года, та, что породила год без лета и голод на нескольких континентах, уже 7. А Тоба все 8. И это не один шаг вверх, не чуть больше. Это совершенно другой физический класс события. Откуда вообще берется такая энергия? Давайте разберемся. Под системой класса Тобы находится не просто магматический очаг, а огромный резервуар частично расплавленной породы. Он накапливается на глубине нескольких километров тысячелетиями. Магма насыщена растворенными газами, водным паром, углекислым газом, диоксидом серы. И пока давление ниже прочности окружающих пород, все держится. Но резервуар растет. Газы накапливаются, давление нарастает. Своды камеры начинают деформироваться, трещины расширяются. В какой-то момент система достигает точки, откуда возврата уже нет и никакого. Колоссальная масса магмы вырывается наружу. Растворенные газы мгновенно расширяются, примерно как в открытой бутылке газировки, только в масштабах, которые вообще сложно соотнести с чем-то из повседневного опыта. Расплав дробится, превращаясь в частицы, и выбрасывается в стратосферу. Когда основная масса магмы уходит, под поверхностью образуется пустота, своды рушатся, остается кальдера. Пепловый слой от Тобы сегодня находят в Индии, на Аравийском полуострове, в осадках Индийского океана и в Восточной Африке. На индийском субконтиненте его мощность составляла несколько сантиметров. Для растительности это блокировка фотосинтеза на недели и месяцы, уничтожение и изменение кислотности почв. И, кстати, именно этот слой стал одним из точнейших хронологических маркеров в отложениях. Любая находка выше или ниже него датируется до или после Тобы. Но прямые разрушения вокруг вулкана – это только часть истории. Главная угроза для всей планеты пришла из того, что поднялось в атмосферу.
При мощном извержении в стратосферу, а это выше 12-15 километров над поверхностью, попадают не только частицы пепла, но и газа. Самый важный с климатической точки зрения – диоксид серы. В стратосфере он реагирует с парами воды и образует мельчайшие капли серной кислоты. Называются они сульфатными аэрозолями. И эти аэрозоли отражают солнечное излучение обратно в космос, прежде чем оно доберется до поверхности Земли. Вот что такое вулканическая зима. Не пепел, который оседает относительно быстро, а сульфатное облако, которое способно висеть в стратосфере от нескольких месяцев до нескольких лет. Пока оно там, часть солнечного тепла просто не доходит вниз. Температура падает, распределение осадков меняется, сезонные циклы нарушаются. И это не теория, это задокументированный эффект. После извержения Пинатуба на Филиппинах 1991 года было выброшено около 10 кубических километров материала. Средняя глобальная температура снизилась примерно на 0,5 градусов Цельсия. И оставалась ниже нормы около 2 лет. Тоба выбросила в 280 раз больше этого. Прямой линейной зависимости тут нет. Климатическая система нелинейна, но это сравнение хотя бы дает масштаб. Его понимание. Сколько именно диоксида серы выбросила Тоба, точно не знает никто. Прямых измерений, конечно же, нет. Прошло 74 тысячи лет. Какие измерения? Оценки получают косвенно, по химическим сигналам в ледяных кернах Гренландии и Антарктиды. Метод дает большой разброс. Одни модели говорят про колоссальный выброс серы, другие про значительный, но меньший, чем ожидалось. Климатические расчеты расходятся соответственно от нескольких градусов глобального похолодания до более 10 градусов в отдельных регионах, а длительность от нескольких лет до десятилетий. Разница между 3 года холодного климата и несколько десятилетий нарушенного климата – это не просто разные цифры, это разные масштабы биологических последствий. Для понимания, Тамбора 1815 года снизила среднюю температуру северного полушария примерно на 0,5 градусов. И это давало голод в Европе и Северной Америке. Тоба выбросила в 15-20 раз больше материала. Даже при самых консервативных оценках климатический сигнал должен был быть значительно серьезней. И вот здесь начинается та часть истории, где нужно быть аккуратным. В конце 1990-х годов генетик Стэнли Эмброуз и ряд других исследователей предложили теорию катастрофы Тобы. Суть в том, что примерно 74 тысячи лет назад, почти одновременно с извержением в человеческие популяции, произошло резкое сокращение генетического разнообразия, так называемое бутылочное горлышко. И генетические исследования современных людей показали, что в какой-то момент нашей истории эффективная численность вида резко падала. Возможно, до нескольких тысяч особей даже. А может и меньше. Совпадение по времени с Тобой натолкнуло на идею о прямой причинно-следственной связи. И события объясняют сразу два явления – огромное извержение и низкое генетическое разнообразие современных людей. По версии теории, вулканическая зима уничтожила большую часть растительности и животных, от которых зависело выживание. И Homo sapiens прошел через это узкое горлышко выживаемости. И именно потому, что идея сильная, ее проверка была, конечно же, тщательной. Именно поэтому критика оказалась сложнее. Но у теории катастрофы Тобы тоже обнаружился ряд проблем, и с разных сторон. С точки зрения генетики, более поздние детальные анализы геномов дали неоднозначные результаты. Часть исследований поддерживала идею о сокращении численности в этот период, другие находили признаки более долгого и менее резкого процесса. Генетическое разнообразие современных людей действительно ниже, чем у шимпанзе, но причин этому может быть несколько, и не все они требуют катастрофического вымирания именно 74 тысячи лет назад, к примеру. И с точки зрения археологии все еще интересней. К примеру, в Индии, в долине реки Тангабхадра, каменные орудия обнаружены и ниже слоя пепла Тобы, и выше него. То есть люди были и там, и до, и после извержения. Но это не обязательно означает, что одни и те же группы пережили катастрофу без потерь.
Возможно, одни исчезли, другие позже заняли освободившиеся территории. И это точно указывает на то, что вот эта вот версия о том, что Тоба уничтожила почти всех, она никак не согласовывается с полной картиной находок. Аналогичные данные о культурной непрерывности приходят еще из Южной Африки. А климатические модели тоже не дают единого ответа. Одни предсказывают экстремальные длительные глобальные охлаждения, другие значительное, но более короткое и неравномерное. Хорошо. Тогда что мы можем утверждать с уверенностью из этого всего? Как минимум, это было одно из крупнейших известных извержений за всю историю нашего вида. Ни одно другое задокументированное в геологических записях извержение за период существования Homo sapiens не приближалось к нему по масштабу. Климатический сигнал от Тобы реален и зафиксирован. Ледяные керны из Гренландии и Антарктиды содержат химические следы этого события. Извержение изотопных соотношений в морских и озерных осадках указывает на климатическую аномалию в соответствии с этим периодом. И масштаб и длительность – это предмет дискуссии на самом деле. Но сам факт климатического воздействия – нет. Пепловый горизонт Тобы – это один из лучших геологических маркеров в четвертичных отложениях вообще. Он распознается на огромной площади, от Индии до Восточной Африки. Хорошо датируется и позволяет синхронизировать данные из разных точек планеты по единой временной шкале. То есть Тоба – это не только объект изучения, но и инструмент науки. Экосистемы в непосредственной зоне поражения на Суматре и прилегающих территориях были разрушены катастрофически. Перипластические потоки по крыше тысячи квадратных километров не оставляют тут никаких сомнений. Что остается открытым? Точный объем выброса серы, точная степень и длительность глобального похолодания, степень демографических потерь у людей и главный вопрос – была ли связь между Тобой и бутылочным горлышком? Почему Тоба важна сегодня не только как историческое событие? Потому что сверхизвержения никуда не делись. Йеллоустоун в США – действующая супервулканическая система. Последнее крупное извержение, которое произошло 640 тысяч лет назад. Кампи Флегрей в Италии, буквально в нескольких километрах от Неаполя. Активная супервулканическая зона. В 2023-2024 годах там-то фиксировались повышенная сейсмическая активность. А как насчет Туапа в Новой Зеландии, которая извергалась примерно 26 тысяч лет назад с объемом около 530 кубических километров? Да, меньше Тобы, но все равно немало. Сверхизвержения уже случались в обозримом геологическом прошлом. И могут случиться снова. Вопрос, когда и где. Изучение Тобы – это как раз попытка построить рабочую модель того, как именно сверхизвержения взаимодействуют с климатической системой планеты. Насколько быстро сульфатные аэрозоли распространяются по стратосфере и как долго они там остаются. Насколько уязвимы разные экосистемы к резким климатическим шокам. И ответы на это нужны не только для понимания прошлого, но они нужны также еще для оценки рисков на будущее. К примеру, та же Тамбора – это событие, у которого есть письменные свидетели, дневниковые записи, инструментальные измерения температур. Ученые знают, что произошло в 1815-1816 годах. Они достаточно с высокой точностью это знают. У Тобы нет ни одного свидетеля. Нет инструментов, нет записи о погоде. Ее восстанавливают через ледниковые керны, морские осадки, геохимический анализ, генетические модели. Каждый источник дает частичную картину, и каждый имеет свои допущения и погрешности. И вот та же Тамбора – это очень хороший пример того, что умеренное по геологическим меркам извержение способно изменить климат целого полушария и спровоцировать голод на нескольких континентах. Тоба – это вопрос о том, что может сделать с планетой событие в 15-20 раз мощнее. Граница между катастрофой, которая почти уничтожила человечество, и катастрофой, которая серьезно ударила по части популяции, это граница между легендой и фактом. Это граница между двумя научными гипотезами, которые проверяются данными, и проверка продолжается и по сей день. Тоба закончилась как событие очень давно, много тысяч лет назад, на Северной Суматре за несколько часов или дней. Но как научный вопрос она не закончена. Она задает конкретные вопросы до сих пор о том, как работает климатическая система Земли, как экосистема реагирует на острые шоки, и насколько уязвим или устойчив был наш вид.
конкретные критические моменты своей истории. Но точно и наверняка можно сказать одно, что мы здесь. А значит, каким бы горлышко узким не было, мы в него пролезли. Подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы с вами, конечно же, не прощаемся.